Про практический скетчинг в Италии. Путешествия и наброски. Летим на эту планету. Этот сапожок земляне называют Италия. Воодушевленно ринемся по геометрии. Если двигать от Римини в направлении Милана или наоборот, натыкаемся на благословенную Болонью. Билеты из Болоньи Централи то Фезера могут стоить 11 евро второй класс и 18 первый. Из Милана в Болонью 30-40 евро. Седьмой по численности город в Италии с населением в 400 тысяч человек. В регионе Эмилия-Романья около миллиона. Известен как толстый, красный и ученый город. Толстый из-за богатой кухни, красный из-за черепичных крыш, ученый из-за старейшего университета в Европе. Логотип универа. Универ начинался как юридический его. Девиз универа: Святой Петр, отец закона, Болонья его мать. Универ создан почти 1000 лет назад. Этот универ является первым в мире университетом в смысле высшего образования, института высшего образования и присуждения степеней. Также и потому, что слово «университас» было придумано при его основании. Не передать, сколько Италия дала миру. Логотип университета подробнее такой. И год основания. Болонья — это также город невероятных башен. Самые знаменитые — это, конечно, падающие. Находятся на Виа Ризолли, на Пьяцца ди Порто и в настоящее время являются падающими. Невероятное отклонение от вертикали. Поэтому, когда пьешь кофе на этих скамеечках, видишь, как это нависает над тобой, сердце уходит в пятки. И первый раз сложно подойти. Реально, нужно пересиливать себя, чтобы подойти. Я так немножко сначала вокруг, потом туда, бочком, стою, смотрю наверх. Если вы хотите, чтобы ваша реальность вдруг изменилась, езжайте в Болонью. Стойте рядом с падающими башнями. Но потом привыкаешь. В антураже города выглядит легендарно. 97 метров, нависающие над тобой. На площади много симпатичных точек и для кофе, и для скетчинга. Еще больше их, если переместиться на Пьяцца Маджоре. Центральная площадь Болоньи, место тусовки студентов университета. Я был очень впечатлен, когда увидел, сколько там симпатичных студентов. Разные народы, разные культуры. Старейший университет мира. Мой хостел, в котором я жил, он тоже был рядом с универом. Это были чудесные поездки. Болонья прямыми лучами улицами расходится в разные стороны, деля город на треугольные сектора, что мне как питерцу прям понятно. Как в одну сторону, так и в другую. И эту городскую структуру мне нужно было увидеть в реальности. Поэтому пока сидел в Пезаро, один выходной, другой выходной, третий выходной, я еду в Болонью. Предмет той поездки — изучение и скетчинг структуры крепости Болонья. Была огромная крепость, было много башен, было много ворот в город. Сложное было время. В крепостной стене Болоньи их было 12. Меня интересует Порто Маджоре. Если мы двинем от падающих башен по Страда Маджоре к границам города, то упираемся в Пьяцца ди Порто Маджоре и сами Порто Маджоре. Великолепно сохраненный, отреставрированный фрагмент старинной крепости. Прям в идеальном состоянии. Я нашел хорошее место чуть справа. Сначала пытался примоститься вот здесь, в тени, и даже присесть на эту каменюку. Но оказалось, что гораздо спокойнее встать вот сюда. Получил симпатичный вид на крепость и начал рисовать. Скетч получился очень скромненький. Но это просто рабочий процесс. Это не как создание какого-то художественного произведения, а как фиксация культурного кода на соответствующее этому лингве. Это листик, выдранный из скетчбука. Какая-то перфорация. Накидывал эскиз, скорее всего, ручкой Лами или ручкой Бинелли. Я не так отчетливо помню эту поездку, но по характеру рисунка вижу, что это не перьевая ручка, а автоматическая перьевая ручка. Эффекта давления пера на рисунке нету. Штрихи довольно простые, что характерно для автоматической перьевой ручки. Много размытия чернил, значит, скорее всего, использовал Паркер. Чернила наливаю внутрь, завинчиваю и рисую. Размываю картинку обычной водной кистью. Простая, практичная рабочая схема. У тебя скетчбук, у тебя листик, у тебя ручка. Открываешь, сидишь, делаешь свой скетч. Посматриваешь на натуру, продолжаешь зарисовки, берешь основные пропорции. Если удалось сесть, хорошо. Если нет, ну прости, можно стоять. Можно к чему-то прислониться. Смотришь, прикидываешь пропорции, накидываешь, корректируешь рисунок. Можно присесть на корточки. Опять держишь так и делаешь свой скетчинг. Сверяешь с натурой. И вот тогда понятно, что удобно, когда инструмент один. То есть мне вот это и нужно. Потому что я не хочу носить с собой мольберт. Потому что мне нужно много бегать по городу. Много увидеть. Прийти на какое-то место, сделать зарисовку, идти уже в другое место. Не раскладывать огромную историю с материалами. Не таскать за собой 10 килограмм масляных или акварельных приблуд. Не надо. Мне этого не надо. Для меня путешествие — это возможность познания, а не работа художника. Нет, мое познание вот. Не самый симпатичный скетч, но мне достаточно для того, чтобы запомнить и понять. И получить огромное удовольствие. На скетче записываю некоторые информационные моменты про Порто ди Страда Маджоре. С таких зарисовок началась моя книжная графика, которую на моих современных рисунках можно наблюдать уже в более точном виде. Это очень естественно для исследователя, для путешественника, для архитектора, для пейзажиста. Брать не только визуальную составляющую, но и информационную. Ты изучаешь культуру народа, выраженную в архитектуре и в истории. А потом ты делаешь свои проектные мысли, свои проектные идеи. И у тебя есть на что опереться. А в Италии, которая сделала весь мир, есть на что опереться. Поэтому простые зарисовки — это сила, скорость, красота, элегантное познание мира. Потом двигаю обратно в центр. Болонья — это город галерей. Сплошные галереи, бесконечные, разнообразные
разные и прекрасные. Даже если, например, идет дождь, ты можешь практически не промокнуть, долго гуляя по городу, потому что ты просто переходишь от галереи к галерее. Ох, хотел бы я, чтобы и в Питере была такая система. Это убрало бы дождь и основательно запутал бы ветер. Питер стал бы комфортный для человека, да. Каждый дом уникален и прекрасен, каждая галерея индивидуальна и прекрасна. Представляете, сколько впечатлений вы получаете, просто пройдясь по одной улице? Невероятно. Трудно даже сравнивать с чем-то. Я был абсолютно поражен этим городом. Но теперь нужно выехать из него. И поможет нам в этом Болонья Централе. От главной площади вот топаем туда, перпендикуляр к основной улице города. Мимо невыносимой, немыслимой красоты. Через сотни и сотни великолепнейших арок. Но спокойно идти совершенно невозможно. Потому что на каждом шагу натыкаешься вот на такое. Великолепное и невероятно прекрасное. Идешь и балдеешь. Туда стоит заехать и за тем, чтобы на практике увидеть, каким абсолютно разным и по стилю, и по эстетике, и по осмыслению пространства, по впечатлению, настроению, красоте. Я не знаю даже. Может быть абсолютно одинаковая структура. Это галерея и арка. Кто был в Болонье, тот поймет. И кто не был, тот будет корячиться. Ой-ой-ой, эти арки. Все это ваша классическая архитектура. Как это наскучило. Есть же современные. Идите лесом. Я думаю, вкус к архитектуре воспитывается точно так же, как и к музыке, как и к литературе. Вы можете слушать Моргена, мне, кстати, нравится. Но чтобы слушать Бетховена, вам придется постараться. Вам придется поднапрячься. Но вы можете этого не делать. Anyway, чтобы читать Толстого, вам придется постараться. Чтобы читать паблики ВКонтакте, напрягаться не нужно. Все, что сделано на высоком уровне качества, оно требует некоторых усилий и образования. То есть не образован, не поймешь. Иди гуляй. Или старайся понять. Для этого нужно воспитывать свой вкус. Для этого нужно изучать эти вещи. Пока не изучил, ничего не понимаешь. Вот я прям на себе это понимаю. Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, тем больше ты можешь считывать информацию. И тем круче формируется твоя эстетика. Кто-то может назвать это насмотренностью, но это нет, не насмотренность. Это изучение. Насмотренность очень тупа. Изучение дает возможность понимать эти вещи. И как важно для проектировщика создавать такие вещи. Вот в этом смысл моего скетчинга и всей этой путешественнической истории. Рисование вот таких картинок. Для того, чтобы расти, чтобы взять их опыт, настоящий опыт, который тянет туда миллионы людей. Все идут в старый город. Место притяжения, место силы — это старый город. Не новые какие-то ТЦ или спортивные центры. Люди в Рим ездят в старый город, в Венецию в старый город. Люди приезжают в Петербург в исторический центр, а не в эти жуткие новостройки. То, что делали архитекторы раньше, то превосходно и остается на века. То, что делают сейчас, это упаковка. Большей частью упаковка. Поэтому я изучаю то, что делали старинные монстры. И вам советую. А мы двигаем к Болонья Централе. Вот он такой скромненький. На Пьяццале Медалье d'Oro. Такой маленький симпатичный вокзал. Прыгаем внутрь, ищем банкомат Рейн Италия. Смотрим, что из Болонья Централе до Пезаро. Можно за 30 и 22 евро. Можно за 18 и 11 евро. Смотрим на табло. Сверяемся несколько раз, чтобы не перепутать. В Италии перепутать очень легко. И они сами, мне кажется, могут все перепутать. Поездка на Трено — это довольно любопытная ситуация. Короче, неожиданности у тебя могут быть. Поэтому лучше проверить все 10 раз. И пробить билет. Если ты не пробил билет, то твой билет недействителен. Может быть, немножко хорошего кофе перед дорогой. И вот то, что я, например, делаю в пути. У меня ручка Бинелли и скетчбук. И я еду во 2 классе. Если я ничего не путаю, 2 класс, да. А вот благословенная Болонья. Чух-чух. И меня ждет Пезаро, и продолжение архитектурной и пейзажной практики, и продолжение изучения великого культурного наследия этой невероятной страны. Уроки по моей графике в описании к видео, а тут крутые плейлисты по моей технике рисунка и по пониманию всей этой творческой истории. Практикуйте, путешествуйте. Это невероятная жизнь, это невероятный мир. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао.